Гефсиманский сад – место последней молитвы Иисуса в ночь перед его арестом и последующим распятием на кресте. Христос часто бывал в саду со своими учениками. В настоящее время сохранилась небольшая часть Гефсиманского сада. Ветвистые, не очень высокие, неприхотливые оливы живут очень долго. В Гефсиманском саду можно увидеть самые старые оливы. Им по 2000 лет. Они являются свидетелями великих слов Христа. «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Сад и место моления о чаше почитались с раннего христианства, и сегодняшняя Церковь всех наций посвящена молению Господа в Гефсиманском саду. В IV веке здесь была построена первая церковь. Она была разрушена персами в 614 году, а в 628 году византийцы построили на этом месте свою базилику. Но и она была разрушена землетрясением, после которого на этом месте христианам удалось построить лишь совсем маленькую церквушку. В середине XII века крестоносцы возвели новую церковь, которая простояла до середины XIV века. В 1924 году итальянский архитектор Антонио Барлуцци построил храм в византийском стиле. 4 колонны, которые поддерживают фасад храма, символизируют 4 евангелистов – Марка, Иоанна, Матвея и Луку. Вверху фасада большая мозаика. На ней изображен Иисус, молящийся в Гефсиманском саду. Храм имеет интересную особенность. Здесь всегда царит полумрак. Свет рассеивается лишь через темно-синие витражи, а небольшое свечение от свечей и лампад лишь усиливает контраст между мраком и светом. Это символизирует последнюю ночь, которую Иисус провел на земле в тяжелых раздумьях. Здесь Христос молился Отцу перед своими страданиями. На большом купольном своде расположены 12 гербов. Это страны, которые жертвовали деньги и помогали в возведении храма. Звезды на синем фоне символизируют ночное небо. Под ними изображены оливковые деревья, свидетели предсмертных борений Христа. На полу храма под стеклом можно увидеть остатки древнейшей мозаики. Она сохранилась еще со времен Византийской церкви. Центральную апсиду храма, в которой находится алтарь, украшает современная мозаика моления о чаше. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И, взяв с собой Петра, Якова и Иоанна, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
Перед алтарем находится скала, которая, согласно преданию, является местом молитвы Иисуса. Камень окружен низкой железной решеткой, сплетенной в форме тернового венца. По углам две белые голубки. Они как будто запутались в терновнике и обречены на медленную гибель. Это еще один символ жертвенности невинного страдальца, взявшего на себя грех мира и ужас смерти. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы 1 час борствовать со мною? Борствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Отойдя в другой раз, молился и говорил: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит учеников опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их в 3-й раз, помолился Иисус, сказав то же слово. И снова возвращается Христос к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Затем следует предательский поцелуй Иуды. Апостолы пытаются заступиться за своего учителя. Горячий и ревностный Петр достает нож и отсекает одному из пришедших ухо. Но Спаситель исцеляет потерпевшего и запрещает ученикам своим защищать его. На этом месте, которое стало началом страстей Христовых, Спаситель явил свою божественную силу и, добровольно исполняя волю Отца, последовал на крестные муки. Со всех концов света сюда приезжают паломники, чтобы проникнуться историей, увидеть олифы, которые знали Иисуса, помолиться и сказать: «Да будет на все воля Твоя».